Если честно, это бывало довольно часто. Во-первых, после школы. Школа вообще меня очень-очень сильно загружает, потому что я всегда хочу быть лучше всех в плане учебы, перфекционисткой, чтобы у меня все было всегда идеально, и поэтому это немножко выматывает. И даже сегодня у меня уже начались подготовительные типа уроки по физике, алгебре, геометрии и всем остальным предметам. И, если честно, я так сильно устаю, потому что я не привыкла к такому разнообразию предметов, потому что в 6 классе, например, у меня была только математика, и все. А сейчас увеличилось количество предметов, и это очень сильно напрягает. И я иногда даже запутываюсь, что такое алгебра, что такое физика, если честно. Вот, но надеюсь, что у меня все получится. Ну, это вообще легкий очень сильный вопрос. Конечно, это был голос Диты, потому что до этого меня, можно сказать, никто вообще не знал, кроме моих друзей и родственников. Вот. Я думаю, что все это понимают и знают, потому что голос дал мне огромный шанс и шаг вперед, который потом поспособствовал моим всем успехам, которые я сейчас имею. Вот. Я всегда буду благодарна голосу Диты. Это для меня как большая семья, как моя поддержка, опора, которая меня всегда будет поддерживать. И я знаю это, и они знают, что я всегда их буду поддерживать. И, в общем, это прям любовь. В первую очередь, мне всегда было интересно, что происходит в жизни у знаменитостей. Всегда. Поэтому, может быть, я бы пошла на концерт какой-нибудь. Например, на концерт Бузовой. И последовала за ней. Посмотрела, что у нее на самом деле творится. Потому что если посмотреть на ее историю, у нее там пунктир, мне кажется, точка. И я бы хотела посмотреть, на самом деле все у нее так, как она это представляет нам. И думаю, я бы села на самолет, например, в Америку, в Монако, в Чикаго, на Мальдивы. И мне бы не нужны были билеты. Я просто нашла какое-нибудь свободное место, села бы туда и все. И сидела бы спокойно, тихо, чтобы меня никто не заметил. И отдыхала бы, жила роскошно. Если честно, я не знаю. Я не до конца понимаю, что такое звездная болезнь. Я думаю, что был такой переломный момент. Нет, не переломный момент. Нет, это нельзя назвать переломным моментом. Просто был такой момент, когда... Может быть, я переоценивала свои возможности, но сейчас это, конечно, все прошло. Я думаю, что это просто было на фоне того, что, было на мне много достаточно внимания, и поэтому, может быть, я как-то себя не очень красиво вела, и я это понимала. Но все равно, как-то, когда я говорила некоторые фразы, либо вела себя как-то не так, я это не замечала. Вот. Домашнюю. Можно так сказать? В общем, я люблю разнообразить свое меню, потому что это интересно. Но это я хочу делать, то есть разнообразить кухню до того момента, пока я не посмотрю на это блюдо. Потому что иногда это выглядит очень, не очень. Вот. Но я все равно попробую ради приличия, знаете. Поэтому, я думаю, что самая моя любимая кухня – это американская, потому что в Америке люди помешаны на бургерах, на каких-то вредной пище, можно так сказать, объединить все это. Поэтому, я обожаю просто бургеры, это просто моя любовь. Я недавно подсела на гороховый суп. Я знаю, что у них этого особо последствия не очень, но очищаться надо, да? И окрошка. Если честно, я иногда могу солгать, но ради блага человечества. Чтобы все было хорошо. Я один раз смотрела серию Gravity Falls, и она была про то, что Мейбл всегда, она честная. И не всегда это хорошо. Поэтому Диппер ее научил не врать. Наоборот, ее научил иногда врать. Ради блага человечества, как он говорил. И иногда можно соврать для блага человечества. И последний раз у меня был сегодня. Ох. Я хочу показаться грамотной, но сейчас невозможно показаться грамотной, поэтому думаю, это слово типа, короче,
и блин. Мое имя означает «самая лучшая певица на планете». Я шучу. Мое имя означает «зерно земли». В математике. Это просто мне первое в голову пришло. И я очень люблю математику и думаю, что очень хорошо в ней разбираюсь, поэтому пусть будет математика. А еще я очень хорошо разбираюсь в людях. Если, например, я вижу первый раз человека, я сразу могу понять, плохой он или хороший. И нужно, стоит ли с ним общаться или нет. И стоит ли ему верить и доверять или нет. Поэтому... Если честно, у меня не очень интересная жизнь, поэтому Данеля. Просто Данеля. У меня одноклассники называют как бы Данеля. Еще иногда называют Данелька-карамелька, потому что это созвучно, да? И еще мама иногда меня называет любимая девочка. Ладно, я шучу. Она меня иногда называет скалопендрий, потому что я очень как бы тонкая, да? Она, наверное, не это имеет в виду, но я думаю, что это так. И как бы я такая постоянно такая неудобная, как она говорит. Когда я, например, делаю массаж, потому что она всегда просит массаж делать, чтобы там у нее голова не болела, руки не болели. И я, когда я делаю массаж, она говорит, что-то у тебя какие-то руки неудобные, что-то у тебя какие-то ноги неудобные. И, в общем, поэтому она меня называет скалопендрий. А второе прозвище очень личное. И не хочу, чтобы его озвучивать. Но это очень интересно и круто жить в такой семье, Спасибо за такой вопрос. Обожаю высказываться по этому поводу. Во-первых, влюбляться – это такое дело прикольное, особенно для девочек. Мальчики пока что это не понимают, да? А девочек, да, там можно поболтать с подружками, там пообщаться по поводу этой прекрасной темы. Так вот, сейчас я ваша подружка. Сейчас я вам расскажу мои случаи. В общем, когда-то, очень-очень давно, когда мне было 9 лет, в общем, я училась в начальной школе в Тамасе. И там был один очень-очень-очень красивый мальчик, и я в него влюбилась. Потом я поняла то, что нет, он мне не нравится уже. Это было на физкультуре, когда он начал дурачиться. Мне это не понравилось. И поэтому я потом разлюбила его. Потом был очень большой промежуток между моей влюбленностью, и сейчас я никого не люблю. Вот, потому что я независимая женщина, я могу сама себя содержать, я могу сама проживать на этой планете. И я могу сама существовать. Ну, конечно, в будущем можете мне звонить. Ну, лет через, 8. Вот такое. Потому что мне нравится это делать. Вот так. Мы любим слушать Диму Монатика. Мы знаем все слова всех песен. Конечно же, какой-то рэп английский, где поют женщины. Мне нравится слушать именно рэп, где поют женщины, потому что я могу представить себя ей. То есть я могу там ею. Извините, я переживаю. В общем, я просто могу включить какую-нибудь песню или рэп, где поет женщина, и как будто бы это я. Вот. И я там читаю рэп. Я даже много типа слов знаю рэпных. Мало. Потому что мне лень ходить по магазинам, поэтому их мало. Главное, чтобы было. Ну, типа, у меня есть кроссовки, зимняя обувь была, сейчас я выросла. И я ношу иногда мамину обувь, потому что она очень стильно одевается. Думаю, нет. Я думаю, что мы сами устраиваем свою жизнь, и мы сами вправе распоряжаться своей жизнью, да, и делать так, как тебе нужно. Да. Мы сейчас летом очень часто ездим на дачу. И у нас есть там 3-й этаж. Там очень много всяких кукол, а я очень боюсь кукол. И всяких, в принципе, игрушек. И очень часто, когда я засыпаю, я слышу, как будто бы там кто-то ходит, прям ходит. И недавно у нас была такая ситуация, когда приехал к нам в гости наш племянник. Мы пошли на 3-й этаж, устраиваем испытания. Типа мы строили всякие там из подушек строили какие-то испытания. Вот. И
там был такой стол, и там на этом столе лежало очень много игрушек. И когда Милиша по этому столу проходила, там что-то прям очень сильно завизжало, закричала, как ребенок, знаете, и это было очень страшно. Но мы подумали, просто она нажала на игрушку, есть же такие игрушки, которые нажимаете, и они издают звук. И потом, когда мы закончили уже испытание, мы пошли просто проверить, какая это игрушка была. И когда мы проверяли, мы поняли, что ни одна из этих игрушек не пищит. Просто ни одна из этих игрушек. И в тот момент мы очень сильно испугались, и мы до сих пор не знаем, что было в ту ночь.